Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, добрые слова и пожелания, за лайки, подписки и комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Чем ты его зацепила? Для начала делаю, девочки, сигнификацию загаданного вами мужчины. Если сейчас срезонирует, вы себя, вернее его, извините, узнаете. Очень на него похоже, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какой этот мужчина? Ух тышка. Угу. Смотрим внимательно, слушаем, помним. Расклады общие. Не воспринимайте, пожалуйста, итог расклада как призыв к действию, скорее как совет карт. Помните, вы, только вы, творец своего счастья. Итак, какой мужчина? Думайте о нем. Вспоминайте его глаза, улыбку, тембр голоса. Назовите его имя. Какой этот мужчина? Ух ты. Принц. Добро пожаловать. Скромное со вкусом, да? Приятно познакомиться, царь. Какой мужчина? Ух ты. Какой мужчина? Какой этот мужчина? Давайте так, мужчина ресурсный. По карте принц, мужчина уже чего-то достиг в жизни. Может, у кого-то там материальное положение, должность, какие-то регалии, награды, какие-то есть достижения, вот так. При этом вокруг него очень много сплетен, мне показано. Женские сплетни в основном. Это как-то касается его планов, его, может быть, реализации, его, знаете, каких-то поступков, способов, как он реализовывает эти планы. При этом для многих он, как вам сказать, темная лошадка в каком плане? До конца его не могут просчитать, до конца не могут дать ему четкую, ясную характеристику. Он может обескураживать в один момент, в одной какой-то ситуации. Он может поступать, карта мораль, открытые ладони. То есть тут полностью вызывает восхищение, обожание. Где-то даже могут люди с него брать пример и восторгаться, насколько он там правильный, искренний. А с другой стороны, иногда он может совершать какие-то поступки, тут карта токсична, как будто бы не то, что там полностью он зачеркивает предыдущие свои там поступки, но это идет вразрез вот с каким-то вот образом, видением его. Так, может, тем самым и вызывает вот этот повышенный всплеск этих каких-то сплетен. Опять-таки токсично, и рядом карта женщины, яркой, харизматичной, музы. Такое у меня впечатление, как будто бы мужчина может не совсем красиво иногда проявляться в сторону вот женщин. Но наряду с этим, вполне возможно, женщины сами к нему могут, знаете, как льнут, да, слово такое есть, пытаются приблизиться, понравиться. Может быть, рядышком с ним вот они себя ощущают вот такими красотками. Опять-таки наполненными, энергетических. Многим, может, в моменте общения с ним, он как мотивирует чем-то женщину стать лучшей версией самой себя. Давайте уточню, тут дальше непонятно мне все-таки такие сочетания. Так, это на женщину. О чем это? Мужчина может быть не свободен у кого-то. Карта справедливость у меня вышла. Может мужчина быть не свободен, может быть семья, детки. Ой, тут такое сочетание, я должна это озвучить. У многих, несмотря на то, что мужчина не свободен, женщины сами могут проявляться, знаете, и не против
выступить в роли его любовницы, любимой женщины, так сказать. При этом мужчина может давать как двойственные такие, знаете, знаки внимания, флиртовать, может поддерживать иллюзию у женщины того, что она ему интересна, того, что с ней может быть вот построены какие-то взаимоотношения. Опять-таки, ну, судя по этим картам, тут я на женщину положила, вот женщина, это вы. Вполне возможно, это ваша характеристика. Тут карта сила на вас вышла. Ой. Может, в свою очередь, вы такой себя рядышком с ним ощущали. Или у вас появилось, опять-таки, такое иллюзорное видение возможности взаимоотношений с этим мужчиной. При этом вполне возможно, рядышком с ним вы открыли ту самую свою силу. У кого-то это изначально женская привлекательность, сексуальность, раскрылись как женщина. Может быть, ни с одним мужчиной рядышком вы так себя не ощущали. Во всех смыслах, да. Но у кого-то же настолько же это потом и болезненно было. То есть разочарование или ощущение того, что невозможно отношения выстроить. В принципе, мне почему-то тут такое сочетание странное. Сама по себе женщина может быть добрая, светлая. Это посланник высших сил. Хотели, может быть, с этим мужчиной действительно у кого-то создать, кто-то хотел создать семью, родить деток, тут выйти замуж. Это все хотели, но, знаете, если мужчина не свободен, может быть, соглашались на какие-то изначально форматы или надеялись, что мужчина может действительно вот там с вами создаст эту семью. Тут какие-то такие скользкие моменты есть. Ну, вполне возможно, тут карта тучи, сгущаются тучи, карта бездействия, карта лед. Мужчина то ли не проявлялся так, как вам хотелось, и это уже история тут как токсичная стала. Может, изначально вот все, опять-таки, говорила о том, что можно создать крепкие какие-то взаимоотношения, действительно прочные, да. А тут мне показано, может, в силу каких-то обстоятельств, объективных, необъективных причин. Карта бездействия, скорее всего, мужчина бездействовал, повторюсь, не проявлялся так, как вы этого хотели. Тут карта лед, как заморожены чувства, заморожены, даже шансы, наверное, какие-то заморожены. Как-то даже тут обидно, честно говоря. Вроде как история могла проиграться, но что-то пошло не так. Да, карта удача. И что? Ну, у кого-то элементарно, как коса на камень нашла. Эгоизм. У кого-то, может быть, несоответствие в моменте, да. Мужчина одного хотел, вы другого. Знаете, как несвоевременность, вечная драма, где есть он и она, как у Талькова, да. Опять-таки, мне показано, возможности были. У кого-то тут ревность, у кого-то, может, какие-то проявления. Тут огонь, и тут высшее я. Желание самоутвердиться. Повторюсь, не буду все на мужчину тут спихивать. Просто мне даже интересно, думаю, шансы были, почему не случилось, не сложилось. Эгоизм. Может, кто-то еще не дорос, да, до того, чтобы эти взаимоотношения выстраивать, или не прикладывали достаточно усилий, или не ценили эти шансы, которые даются. Может, считали, что шансы еще будут даваться, а все. Так, вот такая почему-то у меня сигнификация. Это мужчина получилась у меня. Подпишись на канал и поставь лайк. Чем вы его зацепили? На вас вышла карта сила. Это женская сила. Как правило, говорят, женская сила в слабости, да. Но тут не сколько об этом.
сила, ваша харизма, сексуальность, привлекательность, умение, может быть, какими-то нестандартными поступками, нестандартным поведением подчинить там как это, не робкая, а хрупкая женщина прекрасная может подчинить там льва какого-то, укротить, да, что-то из этой серии. Так, чем же вы его зацепили? Чем вы его зацепили? Что у вас такого, чем вы его зацепили? Чем вы его зацепили? Чем вы его... И все-таки это вытащу, она прям выскочила. Давайте смотрим. Ух ты. Сила вышла, девочки. Вот сила на вас выходит. Второй раз. Вот неспроста. Вот тут сочетание. Сейчас я буду вам рассказывать. Трудно было противостоять, повторюсь, вашему обаянию, харизме вашей, женственности. Тут карта лилия, это красота, чистота помыслов, с одной стороны. С другой стороны, этот мужчина 100% был уверен, что вы используете свою где-то наивность, красоту, сексуальность. В каких целях? Он считал, что вы пытаетесь им манипулировать. Вы манипуляторша, я вам хочу сказать. Причем, вполне возможно, мужчина считал, с одной стороны, вас довольно-таки практичной. Женщина, которая знает, чего хочет. С одной стороны, тут идет карта аист и дом, семья. Может быть, понимал, что хотите в этого. Ну, что в этом плохого, да? С другой стороны, тут по семерке пентаклей. Тут такая история, как будто бы изначально мужчина, понятно, вы ему понравились внешне. Может быть, он в голове проиграл уже историю какую-то тут. У кого-то это слово такое интрижка, да? Но оно отражает суть, я вам хочу сказать. Может быть, видел вас в роли любовницы, женщины, с которой хотелось бы весело провести время. Вполне возможно, он видел в вас вот эту сексуальность и привлекательность. Где-то легкость. Легкость в чем? Он надеялся, что с вами можно какие-то легкие форматы проиграть. Видел вас отчасти, тут карта ребенок. Ну вот тут вот, видите, сидит ребеночек, ну молодая девушка, да, девушка сидит, и тут шнурки развязаны. Где-то это как детскость, наивность, инфантилизм даже. Может быть, он воспринял сразу вас женщина, которая, может, не будет слишком выдвигать каких-то там высоких требований, запросов. Это все сюда. Но дальше карта, смотрите. Семерка пентаклей. И тут в этой колоде девочка изображена. Девочка-паучиха, у которой тут красивые эти ножки. Каждая эта ножка где-то в чулочке, в очень красивые какие-то тут эти ботиночки. Тут такой подтекст. Женщина материально, не то, что там прям ориентирована вы материально, и для вас это превыше всего. Нет, но вы прекрасно понимаете, что красивой женщине нужен уход, внимание, обожание, подарки. Для того, чтобы выглядеть на уровне, а вы тут 100%. Карта сила, и вот эта карта говорит о том, что женщина за собой ухаживает. Она привлекательна для многих мужчин. Ну и, соответственно, нужно такому бриллианту нужна соответствующая огранка. Тут нет такого, как вам сказать, женщина на себя махнула, я вот все растворяюсь в любимом, я там чуть ли не буду работать на 3 работах и всю денежку, все буду тратить, я уже не знаю, там, на какие-то, может быть, желания, потребности мужчины. Нет, тут вы привыкли к тому, что внешность, опять-таки, ваша внешность, в нее нужно вкладываться. И откуда брать эти финансы?
кто-то тут сам в себя вкладывается. Но он это как-то отчасти считал, что женщина знает себе цену, женщина тут, с одной стороны, вы ориентированы на серьезные взаимоотношения, карта Аисты и дом и семья, и это искренне, детки, семья. С другой стороны, нужны вложения во взаимоотношения с вами. Я не буду тут считывать это как какая-то там меркантильность или желание тут что-то тут как бы у него отжать. Ни в коем случае, тут такого нет. Тут нет никаких там мечевых карт, семерка, да, мечей там. Тут есть карта, говорящая о том, что если ты обратил внимание на роскошную женщину, если ты обратил внимание на то, что она ухожена, следит за собой, то, соответственно, делай выводы, что эта женщина, понятно, и требует такого же внимания с твоей стороны, по крайней мере, уважения, каких-то вложений во взаимоотношения, заботы. Вот тут вот все вот как-то об этом тоже. Хотя изначально он вообще об этом не думал, я вам хочу сказать. Изначально тут огонь, девятка огня. Вот она такая страстная, классная, с ней можно какие-то проиграть взаимоотношения. Тут какая-то игра, флирт. Глазки загорелись. В общем, вы поняли, да? Вот тут мне сразу об этом показано. Так, чем зацепили? Я не могу сказать, что вот это вот ощущение того, что женщина, даже не знаю, как это правильно сказать. Женщина знает себе цену, давайте так, я это назову. Я не могу сказать, что это его оттолкнуло, это его где-то отрезвило, может быть. Как будто бы, знаете, так человек на вас с другой, как бы посмотрел с стороны. Но карта сила, это его не оттолкнуло. Так, чем зацепили? Ух тышка. Чем зацепили? Угу. У кого-то, девочки, изначально какие-то, может быть, повторюсь, вот начиналось все как очень легкий какой-то роман, флирт, потом новости, мне так вот все это считать, новости какие-то по поводу ограничений. Может, он не свободен, вы не свободны, у кого-то тут, в принципе, ограничения разного рода могут быть. Его это заставило присмотреться к вам поближе. Присмотреться получше, да, приблизиться к вам. Тут как будто бы какое-то пристальное внимание. Вы для него непонятно, непрочитанная книга. Захотелось узнать вас получше. У кого-то карта род, семья, знаете, у кого-то, давайте так, если вы там не свободны, детки, у него человек в какое-то время мог бороться со своим каким-то влечением к вам, интересом, но оно уже как будто бы уже был запущен какой-то, если можно сказать, сценарий, уже запущена программа. У кого-то мужчина пытался в алкоголе, может быть, в легких каких-то взаимоотношениях, опять веселые компании, алкоголь. Как, знаете, подмену понятий, где-то обесценить ваше влияние на него, снизить градус этого интереса. Может быть, замену даже какую-то найти. Это вот все вот так вот сюда же. Ну, у кого-то элементарно алкоголь пытался расслабиться и даже эти какие-то мысли по поводу вас из головы прогнать подальше. При этом показано, нифига у него не получилось. Карта тут неравенства. Как бы он ни старался, но что-то у него не получалось. Ну, я же говорю, ну как процесс уже запущен пошел. Опять-таки, с вами связано, чем вы его зацепили. У него 100% есть ощущение того, что карта желания. Вы та самая. С вами можно получить максимум удовольствия. Это без пошлости, без каких-то подтекстов. Действительно, человек с вами может закрыть все свои потребности. Эмоционально-чувственные.
вы та женщина, которая тут по карте тигра и карта желания, в нем будоражили тут какие-то желания, мечты. Рядом с вами он ощущал себя, вот карта тигр. Я все могу, я наполнен энергией, эта женщина меня вдохновляет, может быть, как муза даже какая-то, да? Опять-таки, рядом с вами он чувствовал себя вот таким сексуальным, харизматичным. Женщинам он 100% в этот момент нравился еще больше. Ну, потому как он себя таким ощущал рядом с вами. Это вы давали ему это такое, прям, эти ощущения. Ну, вот так вот мне идет. Вот чем вы его еще зацепили, давайте еще пару карт вытащу. Ну, повторюсь, может быть, изначально человек планировал, или даже, может, особо ничего не планировал, скажу вам, просто увлекся, а потом начал присматриваться к вам более пристально, как где-то вступил уже даже в борьбу с самим собой, со своими какими-то эмоциями, узнал вас получше. У кого-то тут идет опять-таки карта род, семья, детки. Может, он прекрасно понимал, что и у вас запрос, да, вы не готовы соглашаться там в долгую на какие-то форматы, там, любовницы, вторая, третья женщина. Где-то он, кстати, тоже мог испугаться чего? Того, что он ощутил, то, что вашу силу. И опять-таки я это еще раз озвучу. Тут сила марионетка. Он побоялся того, что вы можете манипулировать им. При этом тут карта лилия. С одной стороны, он как будто бы и видел ваши истинные, искренние желания. Ну, желание чего? С ним создавать вот тут семью, серьезные взаимоотношения. С другой стороны, побоялся того, что он станет той самой какой-то марионеткой, да, подкаблучником каким-то. Тут так. Ой, так летит. Вообще история какая-то, знаете, такая мутненькая. Тут мне выскочила карта, этот айсберг, как будто бы вы, он друг о друге только как-то какую-то информацию знали. Как вершина, верхушка айсберга. Большая часть информации друг о друге, может быть, какие-то домыслы, да придумывали, да фантазировали. Знаете, он вас воспринимает такой женщиной, которая, опять-таки, как будоражит, вызывает какие-то такие эмоции. Это как... Он мог считывать ваше поведение как провокация. Тут карта провокация, да. Женщина, с которой и хотелось бы рядышком быть, но вы тут точно как ящик Пандоры. И маните, будоражите, при этом до конца он вас не может понять. С одной стороны, тут карта змея, это, я буду в данном случае змея, мужчина, это как искушение. Вот вы появляетесь где-то в его поле-огороде, и он вас чувствует как кожей, может быть, даже ваше присутствие, он не видит вас, да, визуально, но он вас ощущает. Опять-таки, карта сплетни. Сплетни провокации. Понятно, если отношения какие-то, или порицаемые в социуме, или трудно реализуемые, это добавляло тут, ну, для него это какая-то как перчинка. Это как желание, может быть, где-то заполучить ваше внимание, самоутвердиться, где-то даже вот самому себе доказать. Эта женщина мной заинтересовалась тут. При этом карта сплетни. Может быть, о вас тоже, кстати, могут быть какие-то сплетни. О ваших каких-то, ну, не знаю, тут провокация. Может, в ваших высказываниях, поступках тоже. Вполне возможно, ему доносили, и это тоже его где-то, может быть, как, заставляло задуматься лишний раз, как вот непростая какая-то вы тут, да, вот, может быть, попытки разобраться, какая вы на самом деле. Тут тоже об этом. Чем вы его зацепили? Где-то он вас считал женщиной, которая
научилась, тут карта творчества, карта печаль, первая карта, научилась где-то справляться со своими, может быть, неудачами. У кого-то это в личной жизни, у кого-то, ну, в принципе, может быть, состояние какое-то такое не очень в моменте, да, ресурсное. Вы научились, карта творчества. У кого-то это хобби, у кого-то это научились находить единомышленников. Как будто бы женщина, по большому счету, не перекладывает ответственность за свое классное настроение ни на кого другого. Он видел вас ресурсной, очень интересной, карта творчества. В принципе, женщина, которая, может, видел в вас этот потенциал, да, наличие талантов, способностей, тут вот так вот. При этом он прекрасно понимает, что это все не на ровном месте. Может быть, видел ваш, там, опять, потенциал и стремление, там, к росту, развитию. Тут не пустышка. И карта змея, это же еще о мудрости, да. Может, знает о вашем увлечении, там, психологии, или, общаясь с вами, он это считал, да, что женщина, ну, как-то так интересуется многим, и у нее какие-то, может быть, высказывания, свое видение, там, свое какое-то мировоззрение, не похоже на там иных других женщин, свое видение взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Это тоже его как-то так зацепило. Ну, девочки, вот такой какой-то сегодня у меня расклад. Ну, я вам хочу сказать, вы 100% для него до конца так и остались непрочитанной книгой, загадкой. Да, загадочная загадка. Привлекательная. Где-то даже он считал как опасность. Где-то побоялся стать марионеткой. Необычная. Для него вы очень необычная. Все, девочки, вот такой расклад. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.